Я люблю свои свиданки и вот этих молодых девушек. Привет. Привет. Ты прям холодно, да? Привет. Так Привет. прям заскочила. Ну ты такая, знаешь, вот... Я сделаю тебе сразу комплимент сходу. Да? Потому что фотографии фотографиями, а все-таки, когда вживую с человеком встречаешься, зачастую получается эффект вау. Он бывает, я быстренько, он бывает как в плюс, так и в минус. В плюс это когда девушка не обрабатывает свои фотографии, где вот она выставляет на аватарках там и все остальное. И когда она приходит, она красивее, чем на фотографиях. И последнее скажу, а минус это когда все на фотошопе, да? Все на фотошопе. И девушка приходит и не похожа на себя. Вот ты молодец, ты сделала все правильно. Я знаю. Это и так очевидно. Ну, да. То есть ты про себя все знаешь. Конечно. Ну, ты красотка, правда. Ну, правда. Тебя очень красивое все. Не смущай меня. Слушай, а как настроение вообще? Вообще прекрасно. Несмотря на то, что зима даже? Да, на машине-то ведь хорошо, тепло. Ну я согласен с тобой, да. Скажи, а ты же написала, что ты у нас учишься же, да? Да, я сейчас учусь на искусствоведа. Прямо насаживает на свою руку. Что я говорю, Господи Иисусе? У вас же сессия скоро, да? Да, вот экзамены, блин. Экзамены, блин. Не любишь экзамены? Нет. Не любишь? А зиму любишь? Ну, зиму тоже так не очень. Холодно. Угу. Слушай, а что ты... вообще ты достаточно молодая же, да? Ты же молоденькая. То есть ты еще посвящаешь, так скажем, время учебе, может быть, каким-то развлекушкам. Неужели сложно найти в своей среде, вот среди студентов, парня себе там как-то отыскать? Знаешь, мне это не интересно. Вот эти вот молодые вот гопники. Северский централ, ветер северный. Как бы с ними никакого развития, ничего вообще, ни о чем. Я ищу себе мужика побогаче, посостоятельнее, так сказать. Ты прям заявка. Хорошо, что ты говоришь правду. Да, я считаю, так надо. Со студентами не получается, да? Нет, мне с ними не интересно, знаешь. Они такие вообще ни о чем. Не платежеспособные. Да, что они мне дать-то могут? Шаурмечную? Не открыть ты имеешь в виду, в смысле шаурму. Да. Действительно, я понял. Хорошо, так какие планы тогда, если все-таки ты как-то встретишь такого мужчину? И скажи, пожалуйста, я похож на такого мужчину, который тебе нужен? Знаешь, да. Похож, да? Да. Хотела предложить тебе, может быть, на Мальдивы сгоняем. Что тут холодно, что тут делать-то? Можно в Дубае, там недавно была блогерша известная. Да, там же сезон тоже, да? Да, сейчас там все. Все зимуют там. Да. То есть это как пригород России на зиму, да? Да, Дубайск, типа. Дубайск. Да, опять ты молодец. Люблю женщин, которые понимают, что хотят от жизни. Честно тебе могу сказать. Люблю. Прям такая позиция. Я прям приемлю. Если хочешь, на Мальдивы. Да, можно. Может, какие-то еще пожелания там есть? Да, знаешь, я как-то экзамен сдала не очень, и мне нужно проплатить, получается, 2-й семестр в универе. Ты там можешь мне, помочь на первое время? На первое время помочь. А последовательность какая? Надо сначала заплатить за экзамен, потом мы на Мальдивы пойдем в Дубай? Или сначала в Дубай на Мальдивы, а потом за экзамен заплатить? Какая очередность должна быть? Сначала заплатить надо, чтобы потом отдыхать. Правильно, ты молодец. Слушай, что я могу тебе сказать? Надо посмотреть, что сейчас вообще по турам. Я загляну? Да, давай. Да, я загляну, посмотрю, что там по деньгам сейчас вообще у нас происходит. А у тебя загранпаспорт есть, да? Загранпаспорт нет, но я недавно, мне сказала соседка, за 300 тысяч можно сделать за 2 дня загранник. За сколько? За 300 тысяч. За 300 это тысяч. Это ж так ерунда, да. Если мы поедем зимовать на Мальдивы, конечно, 300 тысяч для загранника, это вообще думаю, фигня. Что... Я с тобой согласен, абсолютно точно. Так, сейчас, секундочку, я гляну, что у нас тут. Можешь еще и Дубайск глянуть заодно. Дубайск глянуть, хорошо. Название такое смешное, да? Дубайск. Так, сейчас, секунду. Так. Что там? Смотри, что я нашел. Я нашел просто
замечательный вариант. Назовем его альтернативой твоему нескрываемому желанию чувствовать себя, ну, как, не знаю, лухури, то есть лакшери, да? Отличная альтернатива. Я думаю, что это очень патриотично. Во-первых, будет, да? Знаешь слово патриотизм? Ну да, отлично. Это где-то в России. Где-то к любви к родине, да. Смотри, есть отличный вариант. Тур по Золотому кольцу России. Туры, смотри. Варианты, смотри, есть. Значит, есть 5 вариантов, значит, с городами. Муром, Выкса, Дивеево. Другой тур. Переславль-Залесский, Ростов-Великий, Кострома, Плёс. Третий тур. Суздаль, Кидекша, Владимир, Боголюбово. И 4-й тур. Калязин, Углич, Мышкин, Мартыново. Я предлагаю тебе отличный вот этот вариант. Калязин, Углич, Мышкин, Мартыново. Ты в Мышкине была когда-нибудь? Мышкин? Это что вообще? Это город, который входит в Золотое кольцо России. Ты что, издеваешься? Мышкин? Я тебе термобелье куплю, и тебе будет как в Дубае практически тепло, но ты будешь наслаждаться красотами Мышкина. Блядь, ты так сразу и скажи, что ты нищеброд, и как бы нафига ты меня вообще позвал? Не, ну ты зря, кстати, вот сейчас почему нищеброд? Ты знаешь, сколько стоит этот тур? Я в этом 27 тысяч рублей, между прочим, мне придется заплатить. И мы сэкономим на загранпаспорте. Ты была когда-нибудь в Плёсе? Боже, меня дедуля мой может туда свозить. Я нафига вот сюда пришла? Пообщаться, может быть. Вот, ты захотела отдохнуть? Я предлагаю тебе отличный вариант. Мы нафига поедем в этот Мышкин, если есть Мальдивы, Дубайск? Что такое Золотое кольцо? Я в шоке. Все выкладывают фотографии с Дубая и с Мальдив, а ты выложишь с Мышкина. Ты представляешь, там люди скажут: вот какая молодец девушка, она патриотка, она вот не поехала на эти сраные Мальдивы, а поехала в Мартыново. Это будет кринж просто, лютый кринж. Как я потом приду в университет? Как я потом приду в ресторан к своим подругам? Они что скажут? Вообще кончено. В Мышкин. А что такого? Мне кажется, что они, наоборот, порадуются за тебя. Скажут, что просто ты правильно сделал, эти Мальдивы уже, Дубай, они уж тошнит от них. А вот Мартыново с Угличем, это прям вот то, что надо. Все, гуляй сам в своем Мышкине. Иди на Уверена? Пока, да. Ну, ладно. Мне кажется, ты вот зря так. А бабушка бы ее оценила. Вот я уверен, что бабушка бы сказала: ты молодец, внученька, что выбрала. Тут еще есть вариант такой. Значит, Ярославль, Кострома, Талга и Вятская. Толга или Толга, наверное, Толга и Вя. Я вот в Толге никогда не был. Гусь хрустальный. Кунилин, гусь хрустальный. Вспомнил шутку. А вот бабушка бы ее оценила. Вот я думаю, если не срослось с внучкой, может быть, бабулю цепануть и покатать ее на своем золотом кольце. Нет, конечно. Я пока не так отчаялся в поиске какой-либо спутницы на какое-либо времяпрепровождение. Но в целом, конечно, ну вот нет у нас предметов ни в институтах, ни в школах вот это по поднятию патриотизма. Слава Советской Армии! Армия победитель! Слава советскому народу! Я предлагаю, значит, специальные службы, значит, внедрить в Инстаграм, который запрещен у нас, но все равно там все сидят, как минимум в ТикТок, и раскручивать не Мальдивы вот эти вот с Дубаями, да, вот, а прям в этих купальниках вот этих вот, где полосочки вот так вот прикрывают, ничего не прикрывают. А значит, в русских народных одеждах, в кокошниках, в юбках в пол, в сугробах по жопу, косы русые. И, соответственно, колесить по Мартышкина, как я уже сказал, Мартышкина и что-то там еще. Да. Суздаль. Отличные варианты. Воронина. Мышкин, Мартыново. Что скажете, друзья? По-моему, варик вообще отличный. Вот
вот не будет классной истории, типа, вот вы сидите такие за столом, типа, и один такой: помню одну историю, значит, был я на Мальдивах, но это фу, там ничего не расскажешь, что там на Мальдивах. Направо океан, налево океан, песочек, бля, и дорогое бухло. А вот если кто-то скажет: ребята, занесла меня один раз кайфовой телочкой судьба в Мышкино, и все такие: чё, такой суетняк за столом, чё, какое Мышкино? Все сразу: что там? И ты рассказываешь какую-то офигительную историю про кокошник, сугроб по жопу, косы, и как ты за эти косы в сугробе помогал девушке вылезти из сугроба в Мышкино. Вот оно, настоящее, так скажем, неподдельное. Пишите, пожалуйста, друзья мои, что все-таки лучше: Дубаи или Мартыново? Мне кажется, все-таки все очевидно. Но не для всех. Девушку на оценку. Блин, люблю молоденьких. Вот молоденькие, они всегда поднимают волну молодости, даже если тебе слегка за 40. Или не слегка за 40. Пишите, мышите.